смотрящих, слушающих. Всем привет, короче. В данный момент спускаюсь с горы, с песчаной, в колее. Если был бы на Янгсинге, я думаю, что я уже 2 раза бы навернулся. Но Митас делает свое дело. Как бы на этой резине я более уверенно чувствую себя, в песчаной колее тем более. Вот. Я не стал заморачиваться и делать какую-то базу с тренажерами в одном месте, потому что слишком скучно. Хочется немножко и покататься. Вот. Я создал свою эндурную тропу, и на каждом участке данной тропы у меня есть отработка, есть полигончики для отработки того или иного упражнения. То есть позанимался там на одном упражнении, да, заострил внимание, еду, катаю дальше. Остановился, до точки доехал, где второе упражнение отрабатываю, остановился, упражнялся, опять еду, катаюсь. Чтобы не скучно было. Вот, кстати, 2 столба. Я не знаю, кто их вкопал, но они, мне пригодились. Я тренируюсь, между ними катаюсь. 8, делаю. Это где-то я подглядел у кого-то из тренеров по эндуро, только не из наших, то ли американцев, то ли канадцев. Вот. Если найду этот видос, я ссылку оставлю на этот канал. Вернемся к контролю баланса, сцепления и газа. Установите 2 метки внутренних углов, чтобы обозначить углы поворота, и катайте 8 вокруг них. Цель – научиться проезжать медленные повороты с полностью вывернутым рулем до упора. Начинайте с широкого радиуса и сужайте постепенно, оставаясь в зоне комфорта. Первый, конечно, не сразу получается. Я заметил ошибки. На видео, я думаю, их будет видно. Так что, если увидите ошибки за мной, напишите в комментарии, какие ошибки я допустил. Размялся у столбов, поеду по своей трассе накатанной. До следующего упражнения. Jumbo jet. It wasn't easy, but nothing is. No. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you. Please I need you. Down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. When I feel heavy metal, and I feel that I need when I lie and I'm easy all of the time, but I'm never sure why I need you.
Нихуя стреляет. Это бревно я в клочья разнес уже нахуй. Бля, еще одно бревно, мне лень через него ехать. Ну его нахуй. Ну сегодня настроя нет. Вот кружок надо сделать. Помедленней. То влево, то вправо на медленной скорости, стараюсь как можно медленнее ехать. Вот, вокруг вот этой березки катаю. Такое упражнение мне показал Рик из Канады. Ребятки, я покажу вам пару вещей, которые я люблю исполнять. Вот пример того, что выручит вас. Выберите сами себе препятствия. Например, вон тот старый пенек и маленькое деревце. Там довольно узкий радиус. И если ты не можешь сразу проехать вокруг по малому диаметру, катай с большим диаметром, чтобы было комфортно. Это самое главное. Практикуйся и ехай медленно в обе стороны. В конечном итоге ты сможешь исполнять все медленнее и медленнее. И по минимальному кругу. Это очень круто и помогает практиковать баланс. Я сейчас покажу. Используй сцепу по мере необходимости. Также слегка приостанавливай. Тебе вообще тормоза могут не понадобиться. Сфокусируешься только на сцепе и газе. Пока, чтобы сохранить момент движения. И медленно работать с трением. И, ну, я смотрел его обзоры тренировок, ну и многие другие видео. Вот, ссылкой поделюсь. Вот, ну, он англоязычен. И для, так сказать, баланса, контроля, хорошего баланса, он рекомендует вот это упражнение. Сейчас я буду его исполнять. Так как я еще не умею ничего почти делать, ну, буду делать так, как могу. Короче. А потом через месяц попробую еще раз. Ну, я буду тренироваться по 4 раза в неделю. Вот. А через месяц, я думаю, можно будет еще раз посмотреть, насколько я стал лучше делать или на этом же уровне остался. Занятная и охуительная здесь хуйня. Блять, я тут чуть куру не поймал один раз. Охуел сам, блядь. Сука. Какой пидорас мне показал эту хуйню. Эндуро, блядь. Ёбаный в рот. Нихуя. Чуть не закурвил опять. Ой, бля. Едем на самый опасный участок. Ну, пока, который имеется на данный момент. Я трассу так дальше делаю. Просто то сейчас есть. Самый, блядь, ебучий с бревном там на подъеме, блядь. Блядь, чуть не закурил опять. Ёбаный в рот.
пеньки, хуеньки, залупки. О, ямка. Заебись, еще одна. Ух, блядь. И резкий поворот. Бля-бля-бля. Ох, бля. Сейчас еще одно бревнышко будет на подъеме. Ну, и все, в обраточку. Погнали наших городских. Сейчас бревнышко будет лежать. Вот оно. Заморочено. Перепрыгнул, но не упал. Еще одно есть упражнение. Всяких я тренеров насмотрелся. Ну, короче, везде то же самое. Суть упражнения, насколько я понял, это научиться контролировать вес тела, то есть баланс мотоцикла на минимальной скорости. Идти по прямой так медленно, как только можете. Цель этого упражнения – баланс и контроль сцепы. Несколько полезных вещей. Это взгляд вперед. Это поможет балансировать. Крутите мотор слегка, обороты мотора также помогают держать баланс. Жмите сцепу легонечко. То есть ехать по прямой и на минимально возможной скорости, желательно с сцеплением травить, останавливаться и дальше по чуть-чуть трогаться. Вот. Более продвинутый вариант этого упражнения – это еще и поворачивать вправо-влево. Вот. Ну, как бы сейчас буду тренировать вот эту фигню. Не знаю, как она у меня будет получаться, нет. Une fois de plus, c'est Nate Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur, que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour régayer leur cœur. À ces gens-là je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons
vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays si t'as pas de caillasse c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feuilles que l'on appelle genre A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller péta ou aller faire des tâches droits. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ну вот еще одно упражнение. Еще одно упражнение на статический баланс. Статический баланс. Первое, что вы должны сделать, это вырыть ямку передним колесом, удерживая передний тормоз и вращая рулем. Глубже ямка, легче выполнять. Теперь найдите точку баланса мопеда, чтобы стоял прямо. И это очень важно. Вы должны это запомнить для следующих шагов обучения. Поверните руль до упора в любом направлении и удерживайте передний тормоз. Мопед теперь можно держать легко в балансе. Медленно поднимите ноги с земли и поставьте на пеги. Когда будет комфортно балансировать, пробуйте это исполнять в сидячем и стоячем положении. Но если вы вообще смелый, тогда попробуйте встать и затем сесть. Пробуем, что? Делов-то, ёпты. Раз, руль куда-то влево. На, тормоз нажали. Нога стоит, вторую медленно убираем. Опа. Да я балансирую между жизнью и смертью, ёпты. Ого. Какое прикольное упражнение. Все, поставил ногу. Ладно. Пробуем на эту сторону. Я не готов, все готов. Смотри. Что-то направо меня кренится. Пока сижу. Попробуй встать. Ох. Motoland XR 250, еще называется эндуро. Ну, конечно же, это не эндурный мотоцикл, я это прекрасно понимаю. И на него обзор делать нечего. Кстати, всем пацанам привет из группы Motoland ВКонтакте. Вот. Обзор делать нефига, я раздолба, это мне не интересно, короче, мне нравится ломать технику. Короче, я его купил для того, чтобы кататься по проселочным дорогам, по сути дела. Изначально цель была такова, не эндуро, а проселочные дороги, просто кататься. Вот типа вот таких дорожек. Но потом мне наскучило просто ездить, я решил себя попробовать по ухабам, по всяким разным, по трудно проходимым местам. Вот. Я понимаю, даю отчет, что это мотоцикл больше тур, чем эндуро. Но все же у меня сейчас нет средств купить другой мопед, поскольку я купил бесцельно и бездумно этот мопед. Поэтому пробую на неуклюжем, на тяжелом, без регулировок подвесок, неправильно сбалансированный, скажем так, больше для асфальта или просто для дорог проселочных, нежели чем пески, ухабы и бревна. Да, знаю, да, неудобно, но я пробую, просто интересно, что получится, нет, какие-нибудь навыки хотя бы у меня будут или вообще ничего не будет. Поэтому чисто это, ну, можете меня не хейтить там в комментах, типа, что я это. Нет другого у меня мотока, на другом мотоке попробовал бы сделать больше. Но у меня пока этого достаточно, элементарные вещи, баланс, потом, значит, как они называют это... Clutch, Throttle Control, это контроль газа и сцепления. Ну, короче, вот эти все упражнения базовые. Пока это сгодится на первый сезон, на второй. Вот. А дальше посмотрим. Дальше хотел на водянке взять. Ну, пока на этом мопеде попробую, если мне не надоест. Потому что я боюсь, вдруг меня это наскучит. Ну, вот просто сейчас пришло, а потом уйдет. Ну, скажу, да нахер мне это все надо, блин. Я пока в себе не уверен в том, что мне это нравится. Когда буду уверен, тогда поменяю более, так сказать, подходящий для этих целей, для целей эндуро. А пока вот на этом, пока на этом. И в следующем видосе канадский спортсмен по мототриалу Шон МакГиннес запилил персонально для меня видос и выложил в ютубе. Hi, Andrew. Hopefully I didn't pronounce your name too horribly. My Cyrillic is a little bit rusty. Также нужно учиться контролировать сцепу и газ. Будем пробовать. Буду учиться прыгать бревна. Что-то пошло не так. Жив ли оператор?